Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь для знака зодиака Рыбы. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в октябре. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. На ней работают на прямых и перевернутых. Давайте посмотрим энергию октября для знака зодиака Рыбы. С какой энергией вы входите в октябрь из сентября? Что вас ждет в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада октября. И энергии, с которой вы выходите из октября в ноябрь. Энергии, с которой вы входите из сентября в октябрь. Здесь у вас ложится единица свитков. Карта называется On Track. On Track — это по пути, на пути. Мы видим, что человек садится, уже занес ногу на порожек поезда. Он уже собрал вещи, у него билет, у него уже паровоз дымит. И в самый последний момент он обратил внимание вот на этот указатель, который показывает совсем другие направления. Карта может на более бытовом уровне говорить о путешествии или, может быть, о переезде. Но чаще ее значение говорит о выборе и направлении. Сейчас у вас может быть противоречивое отношение к некому пути в вашей жизни, во взгляде на проект, отношения, на направление в вашей карьере, а может быть даже на ваше местоположение. Но сейчас для вас наступило время решать. Даже если вы не очень уверены, как бы вам хотелось бы, но так как паровоз уже дымит, вы уже собрали вещи, поэтому карта говорит: садитесь на поезд, не надо колебаться. Скорее всего, есть у вас какое-то руководство, которое заставляет вас действовать так, как вы уже решили. Энергия первой декады октября. Здесь у вас ложится семерка свитков. Карта называется сложности, усердие, трудности. Она у вас прямая. Мы видим, что стоит старинный собор, который весь разрушился. Да, когда-то он имел великолепные размеры, был очень большой, прекрасный. Но сейчас он представляет очень жалкое зрелище. И мы видим человека, который воссоздает этот собор. То есть он кладет кирпичи на то место, откуда они выпали. Вот эти кирпичи лежат на земле. Это очень кропотливый, медленный труд. Это шаг за шагом. На бытовом уровне карта может показывать на строительство, ремонт вашего дома, может быть, бизнеса. Но также эта карта может показывать, что сейчас вы находитесь на пути к величию. Но это потребует от вас внимания даже к крошечным деталям. Вам сейчас нужно быть очень прилежными со спецификой вашей стратегии и уделять значительное внимание деталям и, самое главное, завершению этого дела. И если даже у вас очень долгосрочная цель, сейчас для вас важны маленькие шаги. Даже самые величественные соборы строились камень за камнем, день за днем. То есть только накапливая малое, мы можем достичь великого. Вторая декада октября. Здесь у вас ложится четвертый старший аркан. Карта называется рождение, жизнь, начало. И она у вас прямая. Мы видим, что стоит женщина, и ей навстречу бегут дети. Карта может говорить о времени для нового начала или, может быть, фактического рождения. То есть старый этап заканчивается и начинается новый. Но даже вот этот новый этап имеет свои корни в вашем прошлом. Может быть, он связан с вашей тяжелой работой над чем-то. И сейчас вы начинаете получать плоды тех усилий. Да, также карта может для кого-то показывать материнство.
беременность, или может быть вот сбор урожая от того, над чем вы трудились. Это может быть энергия нового романа, семьи, дома, а также может быть создание какого-то нового творческого проекта. Но, что бы это ни было, карта говорит, приготовьтесь к великолепному росту, развитию, возможностям, которые скоро войдут в вашу жизнь. Третья декада октября. Здесь у нас пятерка роз, карта прямая, и она называется The Garden. The Garden — это сад. Мы видим, что дети играют в саду. Если дети еще не являются частью вашей жизни, то карта говорит об их появлении. Также карта может показывать, что ваш ребенок или ваши дети, может быть даже взрослые, могут требовать сейчас от вас больше внимания. У них могут возникнуть некоторые собственные заботы, проблемы. Но так как карта прямая, она говорит, возможности для улучшения, они появятся. Но также здесь может быть реальный шанс или польза для одного из ваших детей, который в последнее время прикладывал очень много усилий. То есть для него может возникнуть какие-то очень хорошие возможности. Поэтому карта говорит, поддержите, порадуйтесь вместе с вашими детьми. Если небольшие трудности у них возникнут, они сами их решат. И энергия, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь ложится 19-й старший аркан, он называется Reflection. Reflection — это отблеск, отражение. Иногда карта может показывать путешествие, в частности, или по воде, или над водой. Но так как это старший аркан, на более важном уровне, карта может показывать, что сейчас у вас есть прямая связь с вашими духовными способностями. Вы сейчас лучше понимаете свои эмоции и больше над ними размышляете. То есть вы сейчас осознаете разницу между вашим интуитивным голосом, который является спокойным, уверенным, и вашими низшими эмоциями, которые являются навязчивыми и иногда основаны на страхе. Вот сейчас вам нужно будет обрести еще большую ясность и контроль над своими эмоциями. Может быть, для вас пришло время заняться медитациями, духовными практиками, может быть, консультированием, исцелением или другими психологическими или духовными занятиями, если вы к этому имеете интерес. Сейчас по этой карте у вас очень высока восприимчивость. Поэтому самое главное, доверяйте вашему внутреннему голосу, и тогда вы будете направлены к величию. И вы будете освещены сверху, и увидите свой дальнейший путь ясно. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.